При виде этого животного люди привыкли умиляться и как можно скорее взять его на руки, совершенно не представляя, какую опасность он несет для человека. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Укутывайтесь в пледики, и мы начинаем. Встретить ежа за городом проще простого. Эти лесные зверьки часто приходят в гости на дачные участки и своим появлением вызывают неизменный восторг, а также желание погладить их и покормить, как у детей, так и у взрослых. Ареал обитания ежей довольно широк. Это колючее животное встречается во всех странах Европы, от южных областей Скандинавии до Британских островов. Живет ежик в жаркой Африке, на территории Азии, в Новой Зеландии и на Ближнем Востоке. В природе дикие ежи живут в лесах, пустынях, степях, окультуренных ландшафтах и даже в городах. Они роют себе норки под корнями деревьев или в кустах, а также селятся в брошенных норах грызунов. Видов на самом деле существует более 20, но все они похожи между собой. Длина тела ежа в зависимости от вида составляет от 10 до 44 сантиметров. Вес варьируется от 300 грамм до 1,5 килограмм. Также у животного есть хвост, который вырастает от 1 до 21 сантиметра в длину. Зубы ежа маленькие и острые. На верхней челюсти расположено 20 зубов, а на нижней 16. Некоторые виды ежей имеют до 44 зубов. Колючки ежа полые, между ними растут тонкие, редкие, едва заметные волоски. Голова и брюхо животного покрыты обычной шерсткой. В среднем каждый еж носит на себе от 5 до 6 тысяч иголок, которые постепенно обновляются. Окрас иголок большинства видов темный, со светлыми полосками. Окраска шерсти ежа в зависимости от вида может быть черно-бурого, коричневого, песчаного или белого цвета. Местами черный окрас вытесняет белый, образуя своеобразные пятнышки. Большинство видов ежей отличается хорошо развитая подкожная мускулатура. Во время опасности еж сворачивается в клубок, и в этом ему помогают подкожные мышцы, расположенные в местах роста колючек. Глаза зверька похожи на маленькие бусины. Кстати, зрение у ежей не очень хорошее. А что касается обоняния и слуха, тут ежу можно позавидовать. Есть ошибочное мнение, что ежи и дикобразы это родственники. По факту это совершенно не так. Они хоть и имеют сходство, но родственниками ежей являются скорее кроты и землеройки. Еж – ночной зверь. Днем он, как правило, сидит в укромных местах, которые находит в зарослях, листве и кустах. Животное не переносит летний зной и старается прятаться от палящего солнца в сухой траве или норах. Размеры жилища не больше самого ежа, примерно 25 сантиметров. Именно в этом жилище еж ухаживает за собой и вылизывается языком. Чистить иголки еж может и при помощи лап, так как на них есть пальцы. Также пальцами он снимает с себя паразитов. В борьбе с паразитами ежу помогает также принятие своеобразной ванны кислотой. Для этой процедуры зверек находит подгнившие фрукты и купается в них. Из-за такого поведения животного сложился стереотип о том, что ежи любят яблоки. Но гастрономические вкусы ежа совершенно иные. В темное время суток ежу помогает ориентироваться в пространстве его острое обоняние. Зверек довольно активный и за ночь может пройти расстояние в 3 километра. Как это ни странно, еж отлично плавает и даже умеет прыгать. Еж довольно мирное животное, которое, несмотря на это, имеет множество врагов. И это волки, лисы, хищные птицы и змеи. Если еж встретится с врагом, то сначала он нападет на него, чтобы уколоть, после чего сворачивается в колючий шар. Противник колется об острые иглы и, поняв, что еж неприступен, уходит. Есть методы обмана ежа, которыми пользуются любители полакомиться этим зверьком. Например, филин всегда нападает на ежика неожиданно и тихо. Зверек просто не успевает отреагировать. К тому же лапы филина защищены от уколов ежа. Лиса, которая охотится на ежика, постарается загнать его к водоему и там нападет, так как плывущий еж не может свернуться в клубок. Если нападение произойдет от змеи, то в схватке, скорее всего, погибнет еж. Он схватит врага за хвост и втянет ее под себя, сворачиваясь в шар. Интересно то, что ежи на самом деле не имеют чувствительности к ядам многих змей. Также ежей не берет и сильная кислота, мышьяк и опиум. Еж всеядный.
Но основу рациона составляют взрослые насекомые – уховертки, жуки, пауки, жужелицы, гусеницы, слизни, мокрицы, дождевые черви. Также ежи любят кушать жаб, саранчу, яйца птиц, ракообразных и беспозвоночных животных. Не побрезгует ежик падалью, а также пищевыми отходами, которые можно найти на дачных участках. Растительная пища лесного ежа – это грибы, мох, желуди, злаковые семена и любые сладкие ягоды – клубника, малина, ежевика. За лето ежик должен хорошо откормиться, иначе во время зимней спячки животное может погибнуть. Основательный запас жира позволяет ежам пребывать в состоянии анабиоза с октября по апрель. Весной он просыпается исхудавшим. Колючая шуба висит на нем, как на вешалке. Первое время после пробуждения ежи добывают пищу сутки напролет. Отъевшийся еж помышляет о любви и ищет себе пару, чтобы продолжить ежиный род. Детеныши рождаются через 40 дней. Как правило, рождается 5, в редких случаях 8 ежат. На свет появляются они без иголок. Они отрастают уже через несколько часов и достаточно мягкие. Через 17 дней тельце полностью зарастает иголками. А примерно через 1,5 недели они превращаются в колючий шар. Глаза же у них открываются только через 2 недели. А вот продолжительность жизни ежей составляет 3-5 лет. У ежей, как и у людей, все индивидуально. Бывают дружелюбные особи, а бывают агрессивные. Конечно, от дикого животного всегда можно ожидать чего угодно и нужно быть начеку. Если еж посчитает, что вы хотите ему навредить или убить его, он будет защищаться. Сами ежи нападают редко, например, когда самка защищает своих ежат от угрозы. Поэтому если зверек сам нападает, то это может быть признаком бешенства. Несмотря на милый внешний вид, ежи несут угрозу для людей. Во-первых, они могут укусить. Зубы у ежей загнуты, поэтому раны, которые они наносят, имеют рваные края и очень плохо заживают. Во-вторых, они переносят различные болезни, в том числе дерматомикоз, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. А в-третьих, на них живут блохи и клещи, которые также являются переносчиками заболеваний. Существуют и некоторые интересные факты о ежах. Древние римляне нашли ежам полезное применение. Они использовали их колючие шкурки для вычесывания овец. Сербы имеют весьма необычный метод лечения алкоголизма. Чтобы избавиться от этой разрушительной привычки, они пьют ежовую мочу. А само сердце зверька используют как талисман, защищающий от болезней. А цыгане и вовсе едят ежей, причем жареный еж – их любимое блюдо. В 60-х годах прошлого века множество ежей погибло по вине компании Макдональдс. Причиной тому были стаканчики из-под мороженого Макфлури. Оказывается, в мусоре они привлекали внимание городских ежей-сладкоежек. Те сначала с удовольствием вылизывали остатки мороженого, просунув голову в стакан, но вытащить ее обратно уже не могли из-за очень неудачного диаметра стакана. И так погибали фактически замурованные в стакан. В результате массовых протестов защитников животных Макдональдс был вынужден заменить форму стаканов, и ежи перестали гибнуть. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!